Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чонгуком и Тэхёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Созвездие танцующих парней. Многие это заметили, а возможно и нет, в клипе Тэхёна Slow Dancing рисунок над морем был очень похож на танцующих людей на Вигу. Я думаю, это и есть танцующая пара. Тэхён: потанцуем? Чонгук смеется. Тэхён, правда, использует очень много аллегорий для любви и эмоций. Он показывает это с помощью таких вещей, как космос, одежда, искусство и многое другое. Он самый гениальный артист. Затем в своей главной песне он поставил на первое место Юнтана. А также есть танцор, который похож на Чонгука во всем. У танцора похожая татуировка, его короткие черные волосы и его стиль в одежде. У Юнтана был дублер, так как не было возможности везти его в Испанию, и у Чонгука, получается, тоже был дублер. Кажется, что Тэхён снял этот клип только для своей маленькой семьи. 9 место. Почему в клипе Тэхёна снимаются квир-актеры? В клипе Тэхёна Slow Dancing снялись квир-персоны. Квир – собирательный термин, используемый для обозначения человека, чья сексуальность и гендерная идентичность отличаются от большинства. Каждый человек в стране грез. Тэхён в его клипе квир, и в какой-то момент он превращается в них. Этот клип о том, как он хотел бы оказаться в мире, где он мог бы быть свободен и не скрываться за маской. Возможно, по этой причине он стал заглавным треком. Тем более Ви сказал, что данный трек полностью отражает его сущность. И, кстати, в июле, когда Тэхён снимал клип в Испании, был Прайд месяц гордости ЛГБТ. 8 место. Тэхён подозрительно часто говорит о Чонгуке. На Spotify Корея Тэхёну задали вопрос. Вопрос: кого из участников ты бы взял на необитаемый остров? Ви: скорее всего, это будет Чонгук. Он хорош во всем. Если я попрошу его что-то сделать, он это сделает. Куда еще очевиднее. Конечно, Чонгук сделает все для Тэхёна. Вы представили эту картину? Вопрос: когда вы готовили свой сольный альбом, были благодарны участникам? Ви: я записал его в доме Чонгука, так что Чонгук фактически помог мне с режиссурой. Я думаю, если ты запишешь это так, будет лучше. Он мне так говорил. И на шоу YouCuse on the Block он также упоминал Чонгука. Я все поняла. Тэхён ходит на шоу и интервью, чтобы говорить о своем любимом Чонгуке. Чтобы все точно знали, что Чонгук первый услышал его альбом и даже помогал с ним. Да и Чонгук такой же, был на шоу и говорил про Тэхёна, что он первый услышал его песню. 7 место. Вигу – самые известные кей-поп-айдолы в мире. Британский журнал Nubia Magazine назвал 10 самых известных айдолов кей-поп в мире.
В результате Тэхён и Чингук разделили между собой первые и вторые места. Этот рейтинг основан на данных, собранных из более чем 70 различных социальных сетей по всему миру. Кроме того, некоторые данные были собраны путем опроса людей на улицах. Также, по версии журнала Нубия, на сайте которого проходило голосование, Тэхён стал самым красивым мужчиной в мире 2023 года. Как же приятно, что наши мальчики самые лучшие в мире. Наша могущественная парочка. 6 место. Намеки Вселенной. Я наткнулась на эти фотографии и не могу не сказать о том, насколько они говорящие. Счастливый Тэхён на фоне любимого Чонгука, поющего на большом экране. И также, кстати, в кадр попал флаг ЛГБТ, принесенный армии на концерт. Вселенная буквально кричит о том, что эти двое парней невероятно любят друг друга, и когда находятся рядом, излучают исключительно счастье. Нам уже не только ребята намекают, но и сама Вселенная. 5 место. На фоне других участников видно, как Чонгук реагирует на Тэхёна. Многие помнят момент из выпуска Run BTS, когда Чонгук кормил Тэхёна раменом, но я хочу обратить ваше внимание на другую интересную и милую деталь. Помимо Тэхёна в номер Чонгука приходил еще и Хасок во время того, как Чонгук ел рамен. Однако, когда пришел Хасок, Чонгук не спешил делиться едой. Но когда к нему подошел Тэхён, он без вопросов сразу же протянул ему палочки с едой, накормив его самостоятельно. А теперь скажите, вы чувствуете эту разницу? Они всегда относятся друг к другу по-особенному. Еще и такой взгляд, полный обожания и нежности. 4 место. Гавайи для Вигу. Напомню вам один интересный момент, когда участники были на Гавайях. Чонгук сказал, что хочет жить на Гавайях, а Тэхён уточнил: «Здесь? Ты хочешь жить здесь со мной?» И Чонгук ответил: «Да». Да, красивые места и романтика – все это очень любят парни. Они уже совсем не стесняются остальных участников, все к этому привыкли. Также было сказано Юнги, что около 90% шоу In The Soup отредактировано, и мы знаем, что они принадлежат Вигу. Как теперь жить с этим фактом? 3 место. Как скоро Вигу будут ходить в одинаковой одежде, как близнецы. Если мы уже успели привыкнуть к тому, что Чонгук появляется в Селин, а Тэхён резко полюбил шапочки Кельвин Кляйн, то здесь новая вкусная деталь. На фотографиях Тэхён был в футболке от бренда Harley Davidson, которая специализируется на байках и одежде для гонщиков этих же байков. Напомню, что этот бренд сильно любит Чонгук, он носит от них куртки, сумки, футболки и толстовки. Да и байк у него тоже от Harley Davidson. Это не одежда для просто модников, а именно для любителей и людей, которые действительно интересуются и разбираются. 2 место. Детская мечта. Никогда не забуду тот момент, когда Тэхён подошел к Чонгуку и дал ему игрушку. Чонгук с таким восторгом принял железного человека от Тэхёна и совсем позабыл о своей первой игрушке. Все в свое время мечтали о роботах, а у ребят, считай, не было детства. Вот Тэхён и принес робота своему младшему брату. Такой милый и трогательный момент. 1 место. Соблазнительное движение Чонгука.
Чунгук сделал некое движение и с Бэбсей, и Тэхён, конечно же, не оставил без внимания этот момент. Да, это взлет фантазии. Тэхён опубликовал фото и подписал: «Он не в своем уме». Тэхён не смог удержаться перед таким Чунгуком. Еще бы, мы тоже. Видео наталкивает на разные мысли, от которых даже становится неловко и чуть-чуть стыдно. На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!